Здравствуйте, друзья! В эфире «Геоэнергетика Инфа». Максим Радайкин и сегодняшний гость Руслан Сафаров, политолог, эксперт финансового университета при правительстве РФ. Здравствуйте, Руслан! Максим, приветствую вас и, конечно же, всех наших заинтересованных зрителей. Трамп призвал Россию договориться с Украиной, пригрозив, что в противном случае ввести новые санкции и пошлины уже на весь экспорт в США и страны-партнеры. Руслан, такой вопрос. А у товарища Трампа вообще остались какие-то козыри, чтобы эскалировать данный вопрос? Что они еще запретить-то могут? Какие санкции не вели? Или какое вооружение Украине еще не дали, чтобы хоть что-то было для торга? На мой взгляд, уже там практически все, что можно было, выскребли. Там же можно как бы запретить посадку редиски на территории Российской Федерации, еще что-то в этом роде. Ну, я думаю, что до маразма не дойдут. Хотя, если говорить серьезно, действительно, вот тот тон, который выбрал господин Трамп, он, мягко говоря, неудачный. Он, мягко говоря, неудачный. С Россией разговаривать с позиции силы – такое себе дело. Это первое. Второе, на сегодняшний день мы просто говорим о твите. Вот и все. То есть человек что-то написал. Точно так же, Максим, мы с вами можем сейчас что-то написать и пожелать там мира в каком-нибудь регионе мира. Ну, замечательно. Здесь уже появилась такая шутка, что ждите ответа от Дмитрия Анатольевича Медведева. Он у нас любит, собственно говоря, публиковаться как раз-таки в интернете. А если серьезно, смотрите, что получается. Трамп пытается, что называется, вот эта концепция «мир через силу», он пытается ее реализовывать. Идея очень простая. Я надавлю на Киев, я надавлю на Москву. На Киев надавить можно легко и просто. Просто перекрывается крантик с поставками вооружений, и, собственно говоря, месяца через два там мы видим результаты, так сказать, которые будут, мягко говоря, для киевского режима не самые приятные. Если говорить про Россию, здесь намного сложнее, потому что ни Байдену, ни его администрации за вот эти 3 года не удалось сколотить союза с глобальным большинством. На сегодняшний день этого не произошло. То есть есть противостояние с этими 55 или сколько там стран Запада. Вот с ними, да, это реальная сила, которая контролируется Трампом. То, что касается глобального большинства, слушайте, ну вот здесь ввели новые санкции на наши танкеры и так далее, и так далее. Ну что, все сейчас потихонечку готовятся. Вот Индия вчера объявила: ребят, у нас там, мы признаем все российские страховые компании и так далее. Тут тихо-тихо все перестраиваются. В этом плане Россия взаимодействует с Ираном. У Ирана вот опыт там, мягко говоря, такой, что можно только позавидовать. Поэтому здесь каких-то реальных рычагов давления не присутствует. Какие рычаги он может здесь сделать? Это увеличение поставок оружия в Украину, в украинскую армию. Другое дело, что сейчас уже проблема для Украины состоит не в вооружениях, не в новых танках, не в БПЛАшках и еще в чем-то в этом роде. Там живой силы не хватает. Обратите внимание, экс-президент Украины Зеленский вот сейчас в Давосе, он приехал, он там всем рассказывает: надо 200 тысяч миротворцев. Дорогие европейцы, дорогие американцы, будьте любезны, одевайте касочки. Милости просим на Украину. Нам 200 тысяч мяса не хватает. Вот о чем сейчас идет речь. Поэтому даже если Трамп, если он продолжит в такой стилистике разговор с Россией, если он будет пытаться как-то поддавливать и объяснять, что мы тут сейчас все напряжемся, а напрягаться как? Ну, дивизии американские отправляю уже туда напрямую, а это Третья мировая. Потому что завтра, когда эти гробы просто начнут поступать, так сказать, в промышленном масштабе, в каком-то там Аризону, Оклахома и так далее, встанет вопрос: а мы там что делаем, мы, американцы? Мы там что делаем, у нас какая миссия по итогу? А если он готов ввязываться в войну, а у меня почему-то ощущение, что он не готов в большую войну ввязываться, потому что у него планы совершенно иные, то здесь, Максим, вот еще какой вопрос, о котором стоит поговорить. Фактически, он сейчас пытается перестроить всю мировую торговлю. Потому что он понимает, что у него вот эта вот дыра, бездна под названием американский бюджет, ее надо как-то пополнять. Поэтому, кстати, в этом твите, в том числе, санкции стояли на последнем месте. Что он там пишет? Тарифы, еще что-то. У нас до специальной военной операции торговый оборот с Соединенными Штатами был 20 миллиардов долларов. Это даже для российской внешней торговли, честно говоря, капля в море. Для американской тем паче. Какие тарифы ты введешь? Запретишь, так сказать, поставку российской сгущенки? Ну, хорошо. Да, наши производители не сильно будут рады, они там потеряют несколько десятков тысяч долларов от этой поставки. Ну, и а, в этой концепции, которую он сейчас пытается миру продать, такая новая сильная Америка, которая вот силой диктует, на Ближнем Востоке вот получилось.
Да? Чуть-чуть там как-то они все примирились, хотя продержалось все это пару дней. Сейчас вот там Израиль по новому пошел, так сказать, решать вопрос. С Россией точно не пойдет. Единственный вариант, который у него есть, это сейчас поднять трубку и позвонить в Кремль и договориться о встрече с президентом России. Все. Нет других опций. А уже на встрече с президентом России очень внимательно выслушать, что требует Россия. Потому что я обращу внимание наших зрителей. Здесь, собственно говоря, есть момент, связанный с тем, что здесь было большое интервью экс-президента Украины Зеленского. Пришлось все это выслушать. Извините, но у меня работа такая, да, это, мягко говоря, неприятно было, но я выслушал все это, весь этот бред, в смысле, все это выступление. И о чем там? Гарантия безопасности Украины. Этот человек, он просто не понимает, что гарантия безопасности Украины зиждется на гарантиях безопасности России. Потому что когда Россия спокойна, спокойны все вокруг. Если он это будет понимать, Киев это будет понимать, это будет прежде всего понимать Брюссель, это будет понимать Вашингтон, тогда да. Но здесь, опять-таки, я подозреваю, что на встрече с Владимиром Владимировичем, если такая встреча состоится, что мне подсказывает, что дойдут все-таки до этой мысли, я думаю, что здесь будет, так сказать, положен на стол документ под названием «Меморандум Рябкова-Лаврова», в котором, в принципе, Россия все уже прописала. Никакого НАТО на Украине, убрать ракеты и системы ПРО из Восточной Европы. Ребят, тогда Россия будет чувствовать себя в относительной безопасности. В безопасности будут себя чувствовать и все близлежащие страны в том числе. Вы не поверите, даже прибалтийские, как они там, в Эмираты, как они себя там называют, тигры вот эти балтийские. Украина в том числе. Вот что сегодня нужно понимать Дональду Трампу. Все остальные разговоры, я там надавлю, я там что, ну что ты сделаешь? Ты запретишь Индии и Китаю торговать с Россией, ну, ты уже это сделал, они сейчас ищут варианты. Да, банкиры трясутся, давайте будем откровенны. Банкиры в Китае, банкиры в Индии, они их подтряхивают, они побаиваются этого дела. Потому что у нас до сих пор вот система в торговле внутри БРИКС, вот там надо все-таки вот антисвифт какой-то уже делать. Но это я уже года 3, так сказать, с этим бегаю, с этой идеей. Это надо делать, это надо реализовывать. Но то, что касается промышленников, ну, было из той же Индии за день до страховщиков было заявление, мы вот здесь будем увеличивать поставки американской нефти. И, ну, по сортам она там другая. Замечательно, хорошо. Вы там что-то придумаете, вы вложите там десятки миллиардов долларов, переделаете завод. Дальше. Она вообще дороговатая, так, мягко выражаясь, аккуратненько. Как вы этот вот индийский реэкспорт потом будете делать? По каким ценам это все пойдет там в ту же Европу и так далее? Американцам сегодня надо просто понять, что, понимаете, эти все системы мировой торговли, они замкнуты. Они замкнуты. Ты не можешь часть вот этого бассейна перегородить и сказать, теперь у нас все замечательно. Так не работает. Россия слишком большая в этом вопросе. Это работало в отношении Афганистана, при всем уважении к Афганистану. Это работало в отношении Йемена, при всем уважении к Йемену. Маленькие страны, небольшие. С Россией так не работает. Это экономически не работает, это в военном плане не работает. Но сточили сейчас вот половину натовских, так сказать, арсеналов из Восточной Европы и так далее. За 3 года все это сточено. И если говорить о будущем, Максим, я подозреваю, что будет следующая схема. Я думаю, что Трамп будет идти на переговоры с Россией. Я подозреваю, что, конечно, никакого статуса НАТО для Украины он давать не будет. Я подозреваю, что будет разговор о том, чтобы России передать те территории, которые она контролирует. Возможно, даже немножко больше, потому что там есть вопросы границ той же самой Донецкой Народной Республики и так далее. Не все пока российская армия контролирует. Об этом будет разговор. Трампу уже достаточно для того, чтобы решить свою главную экономическую задачу. Ему есть чего доить из Европы. Вот те же самые арсеналы, которые сточили, друзья мои, ну, их надо восстанавливать. Там же не зря он все время выступает, там 3% ВВП должно на оборону, 5 сейчас уже процентов. Братцы, вы увеличиваете бюджеты, вы сдираете в виде налогов там 3 шкуры со своих подданных, там граждан и так далее, и передаваете корпорациям Lockheed Martin, General Dynamics и так далее. Они вам все пришлют. И танки пришлют, и ракеты. Ну, у вас же нет ничего. А пока у вас ничего нет, вот здесь много споров, сейчас было много копий сломано. Гренландия. Это же намек. Ребят, а вы обороняться чем будете? Вам нечем обороняться, тогда Гренландию мне дайте. Пожалуйста, передавайте. Чего вы сидите-то?
Дорогие датчане, вы там всю артиллерию передали на Украину? Вы там впереди паровозы бегали? Вперед. Передайте нам, пожалуйста, вот Гренландию. Подайте Кемскую волость. Не хотите передавать? Надо закупать оружие. Денежки нужны. Вот тогда он начнет выравнивать торговый баланс Соединенных Штатов с тем же самым Евросоюзом. Европейцы пока просто не осознали то, о чем в том числе, кстати, геоэнергетика говорит уже года 3, там устами Бориса Леонидовича и так далее. Это происходит. Ребята, европейцы, вас доют, вы коровка. Веселая такая, которую причем кормить даже не надо, она сама себя кормит, а вот. И сейчас пришел человек, который просто, в отличие от Байдена, будет доить по полной программе. Понимая, что он разговаривает с Европой с позиции силы. Надо понимать, что Трамп, это же, понимаешь, Максим, мы с тобой это знаем. Его схема взаимодействия, она всегда очень понятна. Вначале надо агрессивно накатить, жестко выставить условия, а потом, может быть, где-то пойти на уступки, получить столько, сколько надо, либо чуть-чуть больше. В этом логика Трампа. Сейчас он эту логику будет реализовывать по полной программе на Европе. А то, что он с Россией сейчас это пытается делать, ну, ошибка. Я думаю, что очень скоро он это сообразит. Потому что Москва фактически, ну, был ответ вот на момент, пока мы пишем, там был ответ, условно говоря, Слуцкого, да, там из Госдумы. Пару еще каких-то заявлений там и прочее. Но официального ответа не поступает, потому что Москва не понимает, когда с ней так разговаривают. Это не та фигура. Я могу господину Трампу посоветовать только одно, это плотнее пообщаться. Там есть достойные люди в Соединенных Штатах. Там в Чикаго, например, профессор Мершаймер, там известный геополитик. Он объяснит, что 3 великие державы в мире. США, Россия, Китай. Вот как-то надо соотноситься. С великими державами разговаривают по-особому. Это вот такой базовый мой ответ на твой вопрос. Еще один момент, который здесь надо тоже понимать. Трамп тоже не так прост. И вот эта активность на российском направлении, она тоже не случайна. Обратите внимание, наши дорогие зрители, что, во-первых, уже состоялись переговоры между Дональдом Трампом и Си Цзиньпином. Мы пока не знаем результатов этих переговоров, потому что обе стороны молчат, как утопленники. Но там, естественно, есть официальное заявление, но пустые бумаги. Что он хочет сделать-то? Ему важно вот этот тандем Москва-Пекин разбить. Именно поэтому не случайно была вот эта видеоконференция между президентом России Владимиром Путиным и главой Китая Си Цзиньпином. Это ответ был Трампу. Парень, эти простые заходы здесь не работают. У России тысячелетняя история дипломатии, у Китая несколько тысяч лет история дипломатии за плечами. Ваши веселые ковбойские накаты, они так не будут действовать. Будьте поосторожнее на поворотах. Но задача у Вашингтона стоит очень прямая. Вот эту связку Москва-Пекин, ее надо как угодно разбивать. Потому что в этом треугольнике, когда две стороны стоят с одними позициями, ну, у вас проблемы. У третьей стороны реальные проблемы. Поэтому я думаю, что сейчас мы будем очень много наблюдать действий. Действий в том числе какая-то будет суета, вот типа того, что вот он опубликовал там в Твиттере и так далее. Но будут и серьезные действия. Я подозреваю, что переговоры в той или иной степени на уровне, скажем так, чиновников высшего ранга уже ведутся. Есть у меня определенный, как в таких случаях, говорит один известный персонаж, данные опросов. Есть определенное понимание того, что какие-то наметки ведутся, но для реальных переговоров должен быть первый шаг. Это звонок из Вашингтона. Почему именно так? Почему не звонок из Москвы? Не Москва разрывала эти отношения. Как правило, по нормам дипломатического этикета, по нормам нормального дипломатического тона, если вы разорвали отношения, ну, будьте любезны пытаться каким-то образом их вернуть в норму. Примерно вот такое видение у меня этого смешного твита господина Трампа. Два момента. Первое, конечно, мы принесли на алтарь победы огромные жертвы в Великой Отечественной. Все-таки это было 27 миллионов наших сограждан, вечная им память, а не 60. Историю надо все-таки знать, если ты тем более о чем-то пишешь. И второе. Меня, конечно, удивила вот эта американская простота опять. Русские, которые помогли нам одержать победу во Второй мировой войне. Но это, понимаете, это уже становится таким идиотским штампом, вот этим американским, да?
главное сражение Второй мировой – это атолл Мидуэй. Ну, немножко историю надо бы подучить Трампу. Руслан, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписывайтесь на Геоэнергетика Инфо, подписывайтесь на Руслана Сафарова. Ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации. Спасибо, до новых встреч.